Ну что, друзья, достаточно неожиданно, но третий сезон уже наступил в eFootball 2023. И несмотря на то, что в вчерашнем ролике я никак не ожидал его старта именно сегодня, это тем не менее произошло. Обновление до версии 2.3.2 уже доступно для eFootball, точно так же, как и в игре стартовал третий сезон. Он стал достаточно неожиданным и очень даже загадочным, разочаровывающим и удручающим касательно будущего игры. Но обо всем по порядку. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы приступаем. Как и всегда, по традиции начинаем с веса обновления, которое стало доступно для игры сегодня. Хотя в данном случае говорить о весе в принципе не имеет значения, потому что как таковой вес не отображает всей сути, но тем не менее. На консолях вес более такой приметный, а именно на PlayStation 5 6,5 ГБ, на Xbox около 30 ГБ, на ПК 20 ГБ, на PlayStation 4, что на самом деле удивительно, около 350 мегабайт, ну и на мобилках около 50 мегабайт, если быть точным. То есть вы видите эту разительную разницу между некоторыми платформами. Ведь скорее всего на платформах, где больше всего гигабайт обновления, просто скорее всего перезаписались файлы и ничего более. О самом обновлении нет смысла говорить, поскольку как такового контента оно не принесло, зато привнес новый сезон, который сегодня и стартовал. Несмотря на все наши прогнозы, на прогнозы Ренана Гальвани, который достаточно такой весомый и влиятельный инсайдер для всего нашего комьюнити, все наши прогнозы о конце месяца и старте нового сезона именно тогда не оправдались. Новый сезон начался сегодня, а вместе с ним и завезли некоторый контент. Но этого контента прям крайне мало, и от того контента, который завозили ранее, он по сути ничем и не отличается. Данный сезон будет посвящен возвращению клубного футбола. В принципе, эта моя догадка в одном из предыдущих роликов также проскакивала, и хоть она, но оправдалась. Что самое интересное, данный сезон будет идти с 12 января по 13 апреля. То есть, если я не ошибаюсь, это самый длительный сезон в истории eFootball. Что на самом деле наталкивает на некоторые нехорошие мысли, но об этом чуть позже. Давайте быстренько пробежимся по контенту, а в конце подведем итоги по всему этому сказанному и постараемся предугадать в очередной раз, что же ожидает игру. Итак, сегодня в игре стали доступны эпические паки с игроками Манчестер Юнайтед. Наконец-таки в игре объявился Рут Ван Нистелрой, Петер Шмейхель и Деннис Ирвин. Также стали доступны два пака за номинальные контракты, это MVP, а также клубные иконы. На самом деле оба пака плюс-минус это проходняк, но на то это и паки за номинальные контракты, а если вы на них потратите, то особо обидно и не будет. Более того, в первом паке с MVP игроками присутствует пара-тройка интересных кандидатов, например, тот же Педри, Ника Вильямс, Хави Симмонс и добавили даже Хвичу, так что здесь есть на кого потратиться. А вот что касаемо второго пака, то тут скорее просто так, по приколу, подписать Буфона, например, или кроме него больше особо и подписывать некого. Также стала доступна новая команда недели, вот самое что ни на есть новая команда недели в 2023 году, и если честно, это полная херня. Я не знаю, будет ли кто-то тратить свои монетки вот на эту сборку. Матч-пасс никак не изменился, игроки получают все те же награды за ту же самую стоимость, а именно 500 и, по-моему, 1000 монет eFootball, то есть очки прокачки, номинальные контракты, а также золотые монеты eFootball. Что касаемо игроков, которые предоставляются в этом пропуске на матч, то в ценном это Мусиала, а в премиальном это Терьер. Какой-то ноунейм из французской лиги даже без геймфейса. И если честно, после этих двоих всякое желание хоть как-то засматриваться на эти пропуски на матч полностью отпало. Если вы все-таки потратили на матч-пасс, то отпишите в комментариях. Ну и что касаемо ивентов. На самом деле здесь особого разнообразия также не наблюдается. Обновили всего лишь 2 ивента и добавили 1 ивент в матче с аутентичными составами. И что самое примечательное, 2 ивента, добавленных для онлайна, называются English League. С той лишь разницей, что условия участия и награды отличаются. В первом ивенте вы получаете бесплатную крутку за матч с искусственным интеллектом, во втором вы получаете 50 монет, собрав команду из игроков английской премьер-лиги. То есть концепция с ограничениями по составу из предыдущего сезона, она сохранилась. И это здорово, потому что, не знаю как вам, но мне понравились подобные ивенты, но разнообразия снова никакого. Параллельно в игре до конца января будет проходить кампания, которая позволит игрокам в лишний раз заработать очки прокачки, будет разыгрываться очень много очков прокачки для вашего состава, также пара-тройка тысяч ГПшек,
Ну и бесполезно eFootball Points. Если быть точным, то 5000 eFootball Points. Но кому они нужны, как говорится. Все, что вам нужно в рамках этой кампании, просто ежедневно заходить в игру и проходить некоторые ивенты, которые отмечены специальным знаком с кампании лунного Нового года. Что касаемо контента, который еще не появился в игре, но планируется в недалеком будущем, то здесь все также относится к онлайну, а именно новые карточки. В рамках третьего сезона завезут старых добрых игроков, которых мы уже наблюдали, только в других паках. Например, Синдзи Кагава, Дидье Дрогба и Ван Бастен появятся в эпических паках. Патрик Вейра, Христо Стоичков, Рут Ван Нистелрой появятся или уже появились, как в случае с голландцем, в паке с также эпическими игроками, только уже под карточками Биг Тайма. Итак, вроде как контент мы обсудили, и поскольку этот ролик уже и без того затягивается, последние выводы, скажем так, впечатления от всего этого сезона, его неожиданного начала, постараемся уместить прям вкратце. Если честно, то этот сезон стал крайне неожиданным, поскольку никто не ожидал, что новый сезон наступит вот именно сейчас, поскольку только на этой неделе Konami вышли из отпуска. И тут, пожалуйста, они выкатывают вот это. Если вы посмотрите на трейлер третьего сезона, который также доступен на нашем канале, то вы, в принципе, заметите, что как такового представления контента там и нет. Просто нарезка кадров с клубными командами и ничего более. В то время как другие трейлеры предыдущих сезонов так или иначе, но показывали будущий потенциальный контент данного сезона. И это на самом деле настораживает, поскольку, учитывая длительность третьего сезона, который будет длиться около 2,5 или даже 3 месяцев, это действительно настораживает, потому что как такового контента нам не представили, все то же самое, только под другой оберткой. И если все эти месяцы мы будем получать один и тот же контент из раза в раз, это на самом деле, крайне нехорошо. Тут даже пальцем в небо тыкать не надо, чтобы сказать, что данный третий сезон это своего рода небольшая поспешность со стороны Konami, потому что, трудно не заметить, что сделано все в спешке и не особо как-то презентабельно, скажем так. Да, трейлер, но какой-то неинформативный. Да, рекламное изображение с третьим сезоном, но просто налепили игроков с клубными формами и не более того. Но при всем этом никаких новых ивентов, каких-то режимов или намеков, или даже представления новых карточек в трейлере не было. Да и особого разнообразия среди карточек тоже особо не ожидается. И вот вопрос, неужели все так и будет на протяжении всех этих месяцев до 4-го сезона? Вопрос остается открытым. Но что можно сказать наверняка, после того, как Konami оплошали со своим декабрьским контентом, а именно кроссплатформенностью, режимом редактирования и прочим, Konami все больше и больше разочаровывают. Несмотря на мой личный оптимизм касаемо 23 года, теперь есть предположение, что Konami еще больше провалится со своими сроками. Но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Сейчас же я буду ждать ваше мнение касаемо нового сезона и обновления в комментариях, хотя нетрудно догадаться, какая будет основная тематика комментариев. Одни комментарии будут с недовольствами, а вторые касаемо риторических вопросов, не надоело ли нам всем этим заниматься. Как бы то ни было, ожидаю ваши ответные реакции под этим роликом, также не забывайте поддерживать видео своими лайками, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании, и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я желаю вам всем удачи, и побольше терпения, поскольку этот сезон подтверждает, что оно нам еще ой как понадобится. До скорых встреч.